Так, ребят, всем привет! Сегодня поговорим о новой басе. Это Bася 20 Tournament 45 SCV QD. Покажу вам эту катушечку. Ну, кто не видел, я уже держал 45 SCV QD басю, которая была первая в новом кузове. Вот у вас подсказочка сейчас на экране. Я уже ее держал в руках, но я вам честно скажу, это не бася, а... Ну, как понятно, написано на ней бася, но то скорее такой гибрид эмблем и баси. Вот что-то между. Ну, кто не понимает, почему, то я вам скажу, что вот, например, юбка подшпульная в басях никогда не было. Но, собственно, о той катушке совершенно не хочется говорить. Сегодня говорим про новый турнамент. Покажу вам чего да как, по фрикциону, по ручке, по цвету. Покажу взрывную схему, естественно, которая есть в описании. Расскажу вам, где стоят шары. Так, ну, в общем, начнем. Значит, у нас идет коробка. Вот это, кстати, заводская коробка. Сразу в двух словах скажу. Все басики идут вот в таких коробках. Это, скажем, такая транспортировочная коробка. В общем, если вы получили катушку в этой коробке, запечатанной скотчем, это значит, что в эту катушку, кроме вас, никто не влазил. И если она запечатана в плане скотча, то вы первый, кто открыл ее после поставки из Японии. Да, кстати, катушечка у нас идет Made in Japan. Это и на этой коробке, и на второй написано. Ну и вот таким образом у нас выглядит сама коробка с катушкой. Стандартная, да, будем говорить так, коробка. Упаковочную убираем. Сразу смотрим на коробочке. У нас тоже тут Made in Japan. Есть такая надпись, да. Ну и, собственно, вот сама катушка. Значит, 20 Tournament Bася 45 SCV QD. Ну и по традиции сразу характеристики с катушечки, которые, по крайней мере, написали. Значит, у нас идет Maxil. Кто не видел, я разбирал свою катушечку, вот эту с Maxil. Делал ей апгрейд. В общем, это маркетинг. Красиво придумали, толку мало. Значит, Slow Cross Wrap, плавная намотка лески. То есть мы приближаемся всеми катушками к Shimano. Air Bail – это полая дужка лесоукладывателя, ролика лесоукладывателя или ротора, то есть такая в виде опустотелой трубки на Air ротор, облегченный ротор. Ну, собственно, значит, поехали основные. 4,9 к 1 у нас придатка, 520 грамм веса, это заявлено. Значит, 10 килограмм на фрикцион, хотя в 45 SCV QD обычно без турнамент 15 килограмм на фрикцион. Обусловлено, я так понимаю, тем, что здесь специфический фрикцион, такой, как во всех басях и был, и во всех басях, в общем-то, 10 килограмм, насколько я знаю, фрикцион. Значит, вымотка УРА 104 сантиметра за один оборот, то есть это победа. Ну, опять-таки, в 45-й обычно то же самое было, но здесь уже посерьезнее катушка, поэтому 104 за оборот. Это хорошо. 9 шарикоподшипников, расскажу, где стоят. Одна запасная шпуля и лесоемкость шпуль у нас 300 метров 0,35 лески. У нас две одинаковые шпули абсолютно. Одна на катушке, вторая в коробке. Я это все вам покажу. Значит, шпуля идет вот в такой коробочке. Идет ручка. Взрывная схема. Опять повторюсь или не повторюсь, схема есть в описании к этому видео обязательно. Я всегда схемы к катушкам выкладываю, которые были у меня на обзоре. Ну, да, были исключения с той же 45-й SCV QD, но обычно я стараюсь всегда какую-то информацию оставлять в описании. Так, ну и давайте сразу мы это все дело распакуем. Значит, вот наша катушка, это наша ручка. Пакетики, целлофанки убираем. Значит, хотел на что обратить ваше внимание. Значит, есть, ну, взрывная схема понятна, есть у катушек Daiwa вот такие вот наклеечки. Видите, да? Вот много вопросов было. В общем, наверное, мы все-таки нашли ядро, да, скажем так, корень зла. Значит, вот эта наклейка, она клеится на лапку катушки. Подразумевается наклейка, ну, спереди, сзади, но скажу из своего опыта, где вот эта штука нужна была бы. Кто знает Nashscope, я надеюсь, все знают, слышали, по крайней мере, полутелескопы, там удилища, они у меня есть в работе, и были, их очень много через мои руки прошло, но у Nash была такая модификация их Black Ops. Ну, я думаю, что
тоже опять-таки кто-то видел, слышал, потому что цена за тот Black Ops, ну, откровенно космическая. Так вот, в первом поколении у Delitzsch Black Ops у них был карбоновый катушкодержатель, был полностью карбоновый, ни Fuji, ни Alps, ничего. Значит, этот карбоновый катушкодержатель бомбил краску лапки вот здесь. Значит, чтобы этого избежать, есть вот такая вот наклеечка, как уплотнительная, так и защитная. Поэтому, если вы сталкиваетесь с какими-то нестандартными катушкодержателями, тогда у вас вот эта штучка вам понадобится. Во всех остальных случаях она лежит в запасе, и я, честно, не знаю даже, узнать бы у японцев, как бы, к каким катушкодержателям они подразумевают эту накладку, но пока такой, скажем, доступной информации нет. Значит, на катушке, на лапке Made in Japan, так, чтобы было виднее. Вот. Так, шпульку давайте сразу посмотрим. Шпуля у нас 45-я, по переднему бортику 68 миллиметров, по-моему, если не ошибаюсь. Так, шпулька, да, видите, есть. Шпуля точно такая же, как основная, на 300 метров 0,35 лески, то есть она не очень емкая, лесоемкая. Но в Англии продаются уже эти шпули более глубокие от кастомных компаний. Так, снимаем защиту с ручки и вкручиваем ручку и будем обсуждать эту тему. Значит, ручка у катушки вкручивается, ну и как полагается, топ-уровню. Ну, это, в общем-то, на сегодняшний день, ну, Baseair я не говорю, но Bass и по европейскому рынку это топовая катушка Daiwa. Топовая катушка Daiwa именно в карповом направлении. Так, ручка вкручена. Сразу проверяем ход-звук. Шуршит плавненько. Шпулька ходит, как вы видите, да, очень плавно. Намоточка у нее здесь будет, конечно, хорошая, приятная, будем говорить так. Ну и опять-таки ощущение от прокрутки самой катушки, я вам честно скажу, просто изумительное. Вот я такое ощущение испытывал, я вам сейчас скажу, кастизм 25 UDA, вот когда у меня появился, вот такое, вот настолько же она вот прям, ну, кастизм немножко другая катушка, но вот сам вот плавность хода у нее просто изумительная. Так, ну, давайте пробежимся по внешнему виду. Значит, катушка не черная, я вам говорю сразу, она больше такая графитовая. Она вся сделана из заиона, ротор, кузов, все сделано из заиона. Ну, буду сразу отвлекаться. Значит, вот здесь вот катушечка 45 SLD QD. Она была тоже у меня на обзоре. Это, в общем-то, моя катушка бывшая. Вот здесь ротор из заиона. Тоже, да, облегченный материал. Ну вот, на нем даже написано заион. Ну, видите, как он выглядит. То есть такой серый какой-то, да, вот видно, он не крашеный, он вот чистый пластик с какими-то, ну, видите, да, я не знаю, как это комментировать, вот как есть, да. А вот здесь тоже все из заиона. И ротор из заиона, и кузов из заиона, но его покрасили в серый цвет. И вот что получается с покраской. Вот покраска мне, откровенно говоря, ну вот не нравится. Вот на роторе, видите, артефакт какой-то непонятный. Дальше, ну вот здесь, я надеюсь, будет видно. Вот здесь вот такой вот странная абсолютно покраска. Честно вам говорю, что, ну, через мои руки много катушек прошло, и обычно к Daiwa вопросов по покраске не было. А это топовая катушка, она сделана из заиона, и при этом этот заион весь выкрашен. И эта краска, ну, честно говоря, выглядит, ну, странно. Просто странно. Так, отвлекся, да, значит, по цвету графитовая, в общем-то, она получилась. Задник вот черный, вот видите, как вот графит и вот черный. То есть она не черного цвета. Значит, есть здесь вот переключатель обратного хода, флажок, он на кузове. Ну, в общем-то, это на сегодняшний день уже стандарт для Bass. Сделано, организовано таким образом. Значит, ручка, как говорил, вкручивающаяся, кнобик у нас крутится на двух шарикоподшипниках, об этом тоже попозже. По шпуле клипса есть, высота шпули 45, спереди 68, дужка лесоукладывателя у нас только вручную возвращается на исходное положение. Сделано это специально, чтобы не было самосброса. Значит, по фрикциону. Фрикцион у нас идет QD, ну вот, чтобы вы видели, да, давайте. Вот он затянут полностью, то есть он не крутится. И вот у нас по вот этой ориентируемся. Значит, мы делаем полоборота, не крутится. Еще полоборота.
все, шпуля крутится. Ну, дальнейшие полоборота уже ничего не решают. То есть целый оборот до полного расслабления шпули. Ну, это опять-таки QD. Ну и сразу давайте снимем эту гайку. И вот так у нас теперь выглядит шпуля у турнамента, у Баси турнамент. То есть, ну, опять-таки, я в 45 SCV-QD обычно делал обзор, там шпуля какой эмблем выглядит. Здесь один фрикционный диск, ну, в общем-то, стандарт. А подшпульный узел 6-миллиметровый шток, такая же есть у нас корона, которая защищает этот шток от попадания лески. Ну, собственно, тут как бы ничего нового, просто по-новому выглядит. Ну и для сравнения, давайте вот эту катушечку посмотрим. Это SLD-шка, SLD-QD 45. Вот таким образом она выглядит, шпуля и, собственно, диски, да, ну, то есть все идентично, ну, единственное, что у SLD QD есть, ну, корона немножко по-другому выглядит, более, ну, по-своему, давайте говорить так. По шпуле еще пару слов. Значит, есть двойной бортик для намотки лески основной, хотя вот у 45 SLD QD тоже опять-таки был бортик, вот, по которому нужно было мотать леску. Но сегодня эта губа более такая, да, скажем, выразительная. То есть для сравнения шпули. Ну, все остальное одинаковое. Клипса такая же подпружиненная на катушке. Ну, это опять-таки, это уже настолько все стандартно стало, что даже, ну, как бы неинтересно рассказывать. Значит, давайте по люфтам. Ну, люфт абсолютно, ну, просто... Как бы вам правильно сказать. Но если он и присутствует, то вот нету люфта. Вот, может, вы слышите что-то. Здесь вот скорее кнобик люфтит, а вот здесь ничего не... Ну, есть и определенное, скажем так, движение есть у ручки. То есть звука, издавать стука она не будет. Почему я об этом говорю? Вот это моя катушка. И сейчас переключу. Вот, слышите? Вот это вот стук. И причем этот стук я на сегодняшний день ощущаю на рыбалках. То есть начинаешь выматывать, и вот это вот, ну, чувствуешь вот эти удары. То есть, ну, ни хорошо, ни плохо, просто они присутствуют. А у этой катушки этого вообще нету. Абсолютно. Так, в этом плане, наверное, все. То есть будут вопросы по визуалу, я не знаю, задавайте по конструктиву. Тут особо сказать, ну, такого нечего. Новый кузов в топе. Значит, что хотел сказать давайте по подшипникам пройдемся. Значит, у нас стоит 9 шарикоподшипников. Где они расположены? Ведущая шестерня 2, ведомая шестерня 2, бесконечник 2, причем стоят они в опоре, спереди и сзади, никаких проставочных, там, как в SLD QD, какой-то шарик где-то в непонятном месте. То есть это 6, еще 2 у нас стоит в кнобике. Давайте я прокручу. Вот здесь. И один у нас стоит в опорной гайке ротора. Значит, как вы поняли, ну, если вы проследили все, что я сказал, либо поизучайте схему, ну, если, скажем, на слух не сильно воспринимаете, то вся эта информация есть в схеме, вы можете доставить 2 шарикоподшипника в роли колесоукладывателя. И это сейчас мы, собственно, и сделаем. Буквально убираю все лишнее и начнем делать апгрейд катушки. Значит, для апгрейда нам понадобится отвертка PH1, ну или Phillips номер 1. И, ну, я использую вот такой вот маленький инструментец. Им просто удобно выковыривать подшипники, но это не обязательно. Вы можете использовать, ну, скажем, тот же карандашик какой-нибудь тоненький, чтобы вытягивать подшипники. Ну, на ваше усмотрение. Я себе вот такую заказал штучку из Китая, очень удобно. Значит, сразу разбираем ролик колесоукладывателя. Так, отвертку пока убираем, она нам не понадобится пока. Так, ну и вот сам ролик.
Значит, что в нем не баси, не от баси, будем говорить так. Раньше ролики, ну вот у SLD даже QD, ролик с подшипником идет с резиновой накладочкой. Да, то есть такая кассетка получается, которая абсолютно защищает подшипник. В этой катушке просто сама кассетка есть, а вот резиновой прокладки, пыльника такого, ну, просто не предусмотрено. Ну, мне кажется, это немножко странновато. Ну, зачем менять конструктив ролика лесоукладывателя, если он уже был отработан в басях и он был удачный. Ну, мне, в общем, не знаю, что сказать даже на эту тему. Ну, вот таким образом это выглядит. Сейчас я понастаю эти втулочки. Есть раз. Есть два. Так, вот эти втулки, у них размер 5х8 на 2,5. Берем два шарика. Кстати, заказал в этот раз оригинальные дайвовские шары. Вот конкретно дайв. И просто вставляем на место. Значит, шарик 5х8 на 2,5. Вы можете использовать здесь шарик 5х9 на 3. Ролики у дайвы позволяют это делать. Но вам придется тогда искать регулировочные шайбы и регулировать сам ролик, потому что он тогда по толщине не проходит. Ну, я считаю, что в этой ситуации проще, ну и удобнее поставить просто 5х8 на 2,5. Это тоже не маленькие шары. Теперь это все возвращаем на место. Закрываем. И закручиваем. Вот, собственно, и весь апгрейд. То есть, в общем-то, это сделать может каждый у себя дома, без всяких проблем. Потому что, ну, честно вам скажу, ничего сложного. То есть, взять отвертку, главное, правильную отвертку, и открутить ролик и поставить туда шары. Ну, теперь мы имеем 11 шариков, то есть, вся катушка крутит на шариках, и ролик лесоукладывателя в том числе. Кстати, давайте его проверим. Да, крутится, все. Отлично. Ролик лесоукладывателя даже на 2 шарах. То есть по шарам эта катушка супер. По количеству и по месту их расположения. Ну, на этом, наверное, все. Больше сказать нечего. Если у вас будут вопросы, задавайте. Опять-таки, если мы говорим, что вы сейчас хотите купить 45 SCV QD обычную, то лучше возьмите уже турнамент. Да, она чуть-чуть дороже. Ну, говорю чуть-чуть, потому что я знаю, сколько она стоит. Она, если чуть-чуть дороже. Ну, опять-таки, про цены я не тем немножко занимаюсь. Цены – это отдельная тема. В общем, кому надо будет, обращайтесь, подскажу, где купить, чтобы, скажем так, взять за адекватные деньги. Ну, в общем-то, на этом все. Ладно, ребят, на этом все. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Ну и всем ни хвоста и счастливо.